Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в работе довольно интересное портмоне, выкройку которого я нашел на канале Bitchen, и мне очень захотелось его повторить, поэтому выкройку я переделал под мои пробойники. Портмоне имеет 3 отделения под купюры, в 2 из которых можно спокойно разместить телефон, и 6 отделений под пластиковые карточки. Кожу для этого использовал растительного дубления толщиной 1,4-1,6 мм, довольно плотную. Изделие смотрится довольно эффектно, при этом делать его несложно. Выкройка занимает 4 листочка А4. Ссылочку на мою выкройку я оставлю в описании под этим видео, а также оставлю ссылочку на оригинальный источник. В настройках принтера ставлю масштаб 100%, распечатываю и проверяю размеры выкройки. И только в том случае, если все сходится, начинаю вырезание. Следует учитывать, что некоторые принтеры даже при выставлении масштаба 100% будут печатать неправильно. И чтобы этого избежать, под такие принтеры нужно индивидуально подбирать масштаб. Я использую скотч для того, чтобы приклеивать детали выкройки к коже, но многие писали, что малярная лента для этого подходит лучше. Выбор за вами. Когда все детали выкройки приклеены к коже, начинаю процесс пробивания отверстий. Выкройка рассчитана под пробойники с шагом 5 мм и диаметром отверстия 1 мм. Выкройку делал под кнопку диаметром 20 мм с отверстием. Обратите на это внимание, если будете использовать другие кнопки. Но центр для пробития отверстий будет найти несложно. Как только с пробойниками заканчиваю, можно переходить к вырезанию самих деталей. В местах, где имеются закругления на изделии, я навожу ножиком контур, но не вырезаю с первого раза. После чего удаляю лишний скотч с детали и при помощи нового лезвия окончательно вырезаю. Когда все детали вырезаны, я перехожу к их покраске. Для этого изделия буду использовать два цвета – красный и бордо. При этом смешиваю их в пропорции 50/50. При помощи шерстяных палочек наношу краску на кожу в 2 слоя, как с лицевой стороны, так и с обратной. При этом стараюсь наносить так, чтобы она попадала в одинаковом количестве на всю площадь детали. Все покрашенные детали оставляю в спокойствии часиков на 12, чтобы они подсохли и впитали хорошо краску. Для затемнения края изделия буду использовать аэрограф сопла 0,3 мм. Ссылочку на аэрограф и на другие инструменты можно найти в описании под этим видео. Краску использовал Кенда Фарбен Бордо 430-132. Нужно было наносить чуть более толстый слой, так как затемнение отлично видно только на солнце.
а в помещении его практически не видно. Буду учитывать это в дальнейшем, так как это первая моя работа с аэрографом. Спустя приблизительно полчаса беру костное масло от Fibings и наношу его при помощи шерстяной палочки. Делаю это для того, чтобы кожа стала немного мягче после покраски. Наношу его тоненьким слоем, и так как поры кожи еще не закрыты, оно довольно хорошо впитывается. Приблизительно через час кожа стает заметно мягче. Поэтому беру в руки беговщик 1,5 мм и наношу декоративную полоску вдоль уреза. Для данного типа кожи беговщик я не нагреваю, использую его холодным. После нанесения беговки оставляю кожу подсыхать еще часов на 12. Удаляю все возможные ворсинки и пылинки, которые могут быть на лицевой поверхности. И для финишной обработки кожи использую восковый крем Natura Creme от Kenda Farben. Наношу его в несколько слоев тоненьким слоем. Делаю это влажной мелкой пористой губкой. Беру щетку с конским волосом и заполировываю все лицевые детали. После чего прохожусь еще дополнительно шерстяной тряпкой. Результат между обработанной и необработанной деталью, как говорится, налицо. Следующим этапом у меня является обработка бахтармы. И так как клапан я буду склеивать между собой, то эту часть детали я обрабатывать не буду. Поэтому наношу для себя линию, чтобы не зайти на эту часть детали. Обрабатываю бахтарму при помощи токанол. После нанесения его заполировываю при помощи сликера. И аналогичную операцию проделываю с другими частями изделия. После полировки сликером при помощи аэрографа наношу Apretto Mild от Kenda Farben. Это является финишным средством, но мне очень нравится эффект, который получается после его нанесения на обработанную токанол бахтарму. Сопла для этого уже использую 0,8 мм. Но если аэрографа нет, то это средство также удачно можно нанести при помощи влажной губки. Высыхает бахтарма довольно быстро, и теперь можно переходить к склеиванию клапана. Поэтому место склеивания легонько зашкуриваю при помощи наждачной бумаги. Для такого вида склеивания использую идеально подходящий для этого клей EcoSAR 4155 от Kenda Farben.
Но возможно вы знаете какой-нибудь клей еще лучше, тогда обязательно напишите об этом в комментариях. Через минут 5 склеиваю данные детали между собой и прижимаю чем-нибудь тяжелым. Теперь все детали готовы к следующему этапу, это обработка уреза. Все карманчики буду обрабатывать сверху, данные детали сверху и снизу, лицевую деталь полностью по кругу и данные ушки сверху и снизу. При помощи гравера удаляю излишки клея и выравниваю детали клапана. После чего снимаю кромку на деталях. Зачищенный урез после этого подкрашиваю еще раз краской. Ну и далее в ход идет уже токанол и сликер. Каждый раз, когда это делаю, все больше и больше появляется желание купить специальные насадки для своего гравера. Но так как с данным видом кожи работаю не очень часто, данное желание появляется только в такие моменты. Для установки кнопок использую специальный пресс с подходящими насадками. Для этого изделия я решил использовать 20-мм кнопку с отверстием. Теперь все детали готовы к процессу сшивания. Для начала пришиваю все карманчики по нижней части, и после чего делаю еще один средний шов. Боковые держатели складываю пополам и придаю нужную мне форму, чтобы было легче пришивать их. Внутренние карманчики уже готовы и полностью прошиты, теперь можно переходить к лицевой детали. Всю лицевую деталь я буду прошивать одной ниткой, но для начала пришиваю данные ушки. Нитки использую круглую вощеную Галацис толщиной 0,55 мм. Пришиваю второе ушко, делаю еще 5-6 стежков и на этом пока что останавливаюсь. И останавливаюсь для того, чтобы к данным ушкам пришить внутренние карманчики следующим образом. Как с одной, так и с другой стороны. Когда карманчики пришиты к ушкам, на лицевой детали прошиваю 6 отверстий от края. И на седьмое начинаю пришивать карманчики с задней стороны. Если боитесь промахнуться, посмотрите выкройку к этому изделию. Там на лицевой детали пунктирными линиями отмечено, куда должны вшиваться карманчики. И после чего продолжаю прошивание детали по кругу.
Ну и теперь только остается привести необработанные торцы этого изделия в порядок. Ну вот и все, изделие готово. До новых встреч, пока-пока.